Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Домашние настойки. Сейчас я вам расскажу универсальный рецепт домашнего коньяка. Мы соберем композицию из 7 натуральных ингредиентов. А универсальность данного рецепта заключается в том, что мы собрали и объединили весь накопленный опыт и вывели для себя именно универсальный рецепт домашнего коньяка. Он прост и натурален, каждый сможет его приготовить у себя дома, и займет это не так много времени. Но давайте обо всем по порядку. Начнем, наверное, с ингредиентов. Возьмем домашний самогон двойной перегонки крепостью 45 градусов. Баночка у меня 5-литровая, я налил 3 литра. Уже подготовил самогон. Также для настаивания можно использовать как водку, спирт, но все-таки самогон. Почему самогон? Все-таки коньяк — это результат дистилляции виноградного сока, сброженного виноградного сока. Поэтому мы возьмем самогон, так как это тоже дистиллят. Далее мы возьмем изюм. Изюма нужно 300 грамм. На 100 грамм на 1 литр самогона. В принципе, запомнить несложно. Мы его будем обжаривать, чтобы он выделил свою карамельную основу. Далее, для придания коньячного цвета мы используем перегородки грецкого ореха. То есть, в принципе, нужно 1 щепотку. Для имитации аромата и вкуса дубовой бочки, имитации настаивания в дубовой бочке, мы будем использовать палочки дуба, средний обжиг. То есть такие палочки, они покупаются в специализированном магазине, коих в каждом городе в принципе достаточно. Добавлять мы будем гвоздику, то есть немножко пряностей, и оттенять мы вкус будем сушеным шиповником. Ну и маленькая изюминка: вместо сахара мы добавим 1 столовую ложку меда. Итак, уважаемые друзья, как вы могли уже заметить, у меня на столе появилась сковородка и индукционная плита. Сейчас мы будем обжаривать наш изюм. Сковородочка должна быть сухая, без масла, без воды. Возьмем наш изюм и поместим на сковородку. Изюма, повторюсь, 300 грамм. Включаем индукционную плиту на малую мощность и начинаем поджаривать наш изюм. Для начала я прогрею нашу сковородку и плиту на большой мощности, а потом немножко убавлю. Обжаривать изюм стоит на малой мощности, чтобы он не подгорал. Вот уже пошел первый дымок, я убавляю мощность. Ага. Сразу же пошел такой карамельный аромат. Надо еще уменьшать. Так. Причем обжаривать изюм нужно до тех пор, пока он не начнет вздуваться. Тогда вот именно выделится его карамельная основа, которая вот жженый изюм именно сочетается с обожженными палочками дуба. Именно он дает гармонию аромата и вкуса. Это очень важный момент, обжарка изюма. Потому что если вы положите изюм просто так, то получится совсем не то. Также обжаривать изюм вы можете в принципе на газу, разницы никакой нету. Мне удобнее сейчас вот поджаривать на индукционной плитке. Выставил мощность 500 и обжариваем до вздутия. Потому что только обжаренный изюм дает необыкновенный вкус и аромат коньяку. Это маленькое ноу-хау, пользуйтесь. Итак, изюм у нас обжарился, и мы добавляем его в наш самогон. Вот таким вот образом он выглядит. Где-то немножко подгореленький, но это ничего страшного, так оно и нужно. Смотрите, как он вздулся. Так, и начнем пересыпать его в наш самогон.
Ура! Мы подготовили наш изюм, обжарили и добавили в наш самогон. Обратите внимание, что самогон уже начал менять свой цвет. Он окрасился в светло-желтый цвет. Но это только лишь начало. Итак, изюмчик у нас добавлен. Дальше мы переходим к шиповнику. Шиповник необходим для того, чтобы оттенить вкус и аромат изюма. Так как шиповничка немного, он лишь слегка добавит в наш букет. Шиповник нужно брать сушеный, и на 1 литр я использую 4 ягоды шиповника. Соответственно, у нас 3 литра, и мы кладем в наш коньяк 12 ягодок сушеного шиповника. Добавляем. Ягодки добавлены. Дальше переходим к перегородкам грецкого ореха. Исключительно ради цвета мы добавляем перегородки грецкого ореха. Так как их у нас незначительное количество, они нам не дадут ни вкус и ни аромат. Они дадут только лишь цвет. На 3 литра стоит добавить щепотку перегородок грецкого ореха. Небольшую щепотку. Добавляем. Итак, уважаемые друзья, настал момент истины. Мы переходим к дубовым палочкам. То есть, как вам известно, коньяк настаивают в дубовых бочках. Но так как мы готовим наш коньяк в домашних условиях, мы не имеем бочки, поэтому мы будем имитировать вкус и аромат дубовой бочки. Мы будем использовать дубовые палочки. Приобретаются они в специализированном магазине. Так и называются дубовые палочки, средний обжиг. По инструкции написано, что нужно использовать 1 палочку на литр. То есть, соответственно, мы возьмем 3 палочки и добавим в наш коньяк. Кладем 3. Но я так думаю, я позволю себе маленькую вольность. Так как настаивать наш коньяк мы будем не 2, не 3 месяца, а всего лишь 1 месяц, я добавлю лишнюю 1 палочку для пущего аромата. Почему дубовые палочки? Мы пробовали использовать дубовую щепу и дубовые палочки. По результатам дегустации мы определили, что палочки дают более насыщенный и глубокий аромат коньяка. Поэтому используйте лучше все-таки палочки. Приобрести их можно в любом магазине, который занимается винокурением, то есть товары для винокурения. Где приобрести дубовые палочки, я оставлю ссылку в описании. Посмотрите и приобретете. Далее у нас идут пряности. Мы добавим гвоздику. Гвоздика придаст тонкий аромат нашему коньяку. Гвоздики не стоит класть много. Кстати, очень многие против гвоздики. Но, как показала практика и наш богатый опыт, гвоздика нужна. В нашем рецепте это будет 2 бутончика гвоздики. Вы по вкусу можете, в принципе, ее исключить и чем-то заменить. Но в нашем рецепте 2 штучки стоит положить на 3 литра. Итак, горошинками в наш тортик добавляем. Итак, уважаемые друзья, практически все ингредиенты добавлены в наш коньяк. Остался последний и заключительный ингредиент, который стоит добавить. Это натуральный мед. Ну, мед вы можете использовать гречичный, какой есть под рукой. У меня есть натуральный мед. Буквально осталось, наверное, вот тут на 1 ложку, но нам, в принципе, ее достаточно. И исходя из нашего опыта, лучше добавлять в коньяк именно мед. Он смягчит ваш коньяк, и он будет питься очень и очень легко. 1 столовую ложку на 3 литра коньяка добавляем натуральный мед. Итак, уважаемые друзья, путем нехитрых манипуляций мы сделали наш коньяк. Осталось ему постоять от 1 месяца, и по истечению этому времени я его профильтрую и обязательно покажу, что получилось. Поэтому обязательно досмотрите ролик до самого конца. Сейчас мы баночку герметично закроем
и уберем в теплое темное место на срок от 1 месяца. Если у вас позволяет время, вы можете выстаивать 2 и 3 месяца. Коньяк станет только более насыщенным. Регулярно вашу баночку нужно взбалтывать. Раз в 2-3 дня обязательно ее взболтайте и обратно поставьте. Итак, продолжение следует. Вуаля! Итак, прошел целый месяц. Долгожданный месяц ожидания нашего домашнего коньяка. Настало время его открыть, ощутить аромат и попробовать на вкус. Первым делом мы откроем наш коньяк. Оп. И попробуем его аромат. Знаете, пахнет таким виноградным вином. Первое, что ассоциация у меня приходит, это виноградное вино. Пахнет обожженным изюмом. Что-то очень приятно навевает. Немножко алкоголя. Алкоголь растворился в этих парах, то есть в этом аромате. Его практически не ощущается. И то есть жженое такое дерево. Да. Очень глубокий и насыщенный аромат у нашего коньяка. Думаю, стоит сейчас его профильтровать и, естественно, устроить дегустацию. Я уже подготовил баночку, воронку и крышечку с дыркой. Возьмем, оденем крышечку, ставим воронку. И фильтровать наш коньяк мы будем через ватку. Вставляем ее в горлышко. И начинаем фильтровать. Уважаемые зрители, обратите внимание, как неспешно фильтруется наш домашний коньяк. Мы угадали с пропорциями грецкого ореха, перегорода грецкого ореха, и цвет у нас прям получился истинно коньячный. Итак, не дождавшись окончания фильтрации нашего коньяка, я все-таки решил снять пробу. Я налил себе в бокал немножко коньяка и сейчас его попробуем. Обратите внимание, как красиво играет коньяк в бокале. Смотрите, какой благородный коричневый цвет. Да, выглядит действительно достойно. На аромат это тоже божественно. Ну и наконец-то попробуем наш домашний коньяк, который мы так долго ждали. Ваше здоровье! Классный коньяк. Я, конечно, знал, что он получится великолепный, но это, наверное, одно из лучших наших произведений. Коньяк удался на славу. Пьется очень легко и обладает приятным обволакивающим послевкусием. Читаются нотки обжаренного изюма и чувствуется такой небольшой привкус дуба, дубовых палочек. А в целом богатый и насыщенный коньячный вкус. То есть, несмотря на то, что мы сделали этот коньяк в домашних условиях, он не уступает, а то и превосходит покупной коньяк. Так что пользуйтесь рецептом, делайте коньяки у себя дома, угощайте друзей, близких, знакомых, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. Всего вам доброго!